Лабораторная работа номер 2. Начинаем работу с того, что открываем шаблон, тот, который мы делали в предыдущей работе. Вот я его уже открыл. И дальше загружаем задание. Можно его загрузить задание картинкой, так как я сделал, а можно его держать себе напечатанном в виде отдельно. Теперь, все, что мы будем чертить и делать не в пределах листа, а за его пределами. И размеры проставлять не будем. Размеры проставим потом в конце, когда мы, все погрузим сюда в лист. Да. Почему так? Ну, во-первых, мы еще не знаем, как нам получится скомпоновать вот эти виды. Нам надо сделать 3 вида, просто 3 вида. Не знаем, как расположить виды друг по отношению к другу. Возможно, нам понадобится применить масштаб. Ну, поэтому мы не ставим размеры и все чертим в масштабе 1:1. Это касается всех работ, которые мы будем выполнять, даже очень большие, такие, например, как строительные чертежи. Все целесообразно чертить в масштабе 1:1, потом масштабировать до требуемого масштаба, ставить вот сюда в лист и там уже проставлять необходимые размеры. Вот таким путем. Значит, начинаем с того, я рассказываю так, как я бы сам это делал. У каждого может быть своя методика выработана. Главный принцип такой. Мы должны это делать быстрее в результате, чем это мы делали руками, точнее, чем руками, и максимально возможно использовать то, что нам дает AutoCAD в плане автоматизации. Я начинаю с того, что сначала построю те 2 вида, которые у нас есть. И начнем мы с осевых линий. Значит, это будет первое, чтобы было перпендикулярно включу орто, кусочек линии. И дальше еще одну, как продолжение для вида сверху. Начертил. Может быть, масштаб самих штришков мне здесь не нравится, но я в конце потом посмотрю и, если необходимо, его уменьшу или увеличу. Дальше. И еще вот здесь. Теперь смотрим, что мы здесь вообще имеем за фигуру. У нас фигура составная. Внизу стоит четырехугольная призма, а вверху цилиндр. И на верхней части есть вырезанные отверстия сбоку. И одно отверстие, проходящее насквозь. Это же отверстие проходит через четырехугольную призму. Вот это надо иметь в виду. Дальше. Все. То, что здесь возможно, построили. Дальше мы приступим к работе с линией основным. Я сразу переключаю по возможности здесь слои на тот слой, которым я пользуюсь. Может быть так, что удобнее кому-то все чертить одной линией тонкой, а потом выбирать линии, назначать им слои. Конечно, если чертеж небольшой, то это может быть удобно. Но если он большой и насыщенный, то есть возможность то, что вы забудете где-то какую-то линию начертить. Так, дальше. Дальше у нас идет вид сверху, окружность. И окружность, нам известен ее диаметр. И, соответственно, я выбрал радиус, пишу радиус 50 миллиметров. Вот у меня получилась окружность. Далее, здесь я проведу вот так горизонтальный отрезок. И дальше можно с помощью, например, линии построения нарисовать необходимые вот здесь выбрать вертикальные линии. Для этого цели, что я вот сейчас использую, это может быть не совсем удобно и не совсем рационально, поскольку здесь это мало линий, которые мы чертим. Когда мы будем третий вид чертить, то этим, наверное, можно будет обязательно нужно воспользоваться.
Далее, значит, смотрим, высота. Значит, высота у нас идет 40 миллиметров, да, 40 миллиметров, все идет вертикально вверх. Дальше это один отрезок. И далее идет у нас 15 миллиметров отрезок такой. Значит, на сколько тут внутрь отступить необходимо? Смотрите, весь диаметр 100, а там размер показан сверху 70. 100 минус 70 это 30, и пополам это будет 15. Значит, 15. И вверх сколько? Тоже надо посчитать. 110 минус 55, это будет 55, и минус 15, это остается 40. И теперь те же до ближайшей линии проводим отрезок. То есть вот так у нас перпендикулярно. Так, он не хочет так привязываться, да? Значит, сейчас посмотрим. Тут, значит, надо, если не хочет, то есть в этом какая-то причина. Причина может быть вот тут. У нас сетка выключена, режим привязки к сеткам выключен, да? То есть, ну, тут причины никакой быть не должно. Не хочет так, мы ему зададим нормально. И вот он привязался. И дальше 15 миллиметров вверх. Так, после этого у нас вот сюда получается. Можно было бы здесь сделать что? Отразить. То есть построить половинку. А потом половинку отразить. Если деталь у нас, например, какая-то сложная, то это можно сделать. Видите, если близко не хочет, ну, мы можем только воспользоваться нормалью. Я не хочу нормаль включать, поскольку если я включу, то у нас будет она часто прицепляться, а мне это нет такой необходимости. Ну, дальше. Значит, все, что лишнее, можно поубирать сразу, чтобы оно не было. Вот эти лишние кусочки можно сделать так. Можно их, во-первых, вот так отодвинуть раз. А можно воспользоваться инструментом обрезать. Выделить объект, относительно чего мы хотим обрезать, и обрезать. Можно так или так. Ну, дальше. Дальше у нас есть отверстие. Ну, можем мы его построить таким вот образом. Тут мы чертили два кусочка, да? Вот, видите, точка. Это там, где заканчивается 15. И отсюда я должен начертить 100 минус 50 и пополам. Это получается 25 миллиметров. Вниз сюда пойдет 20, судя по чертежу. Сюда 50, сюда 20. Так, и сюда мы возвращаемся. Вот видите, близко. Ну, сейчас давайте я попробую включить тогда все-таки привязку вот здесь. Вот, нормально. Чтобы каждый раз ее не включать. Вот, видите, нормально. Так, построили. Теперь вверх здесь 10 миллиметров. Да, 10 миллиметров. Ну, поближе ее. 10 миллиметров, 50 вправо. И вниз замкнем. Так, вот это отверстие у нас есть. И осталось, часто забывают, вот здесь ребро. Ребро построили. Теперь нам надо изобразить линии пунктирные и заодно разобраться с тем телом, которое нам задано. Видите, здесь много пунктирных линий. Давайте перейдем на слой штрих и посмотрите. Я буду изображать вот таким вот образом. Первое идет у нас вот это. Раз. И идет вот это 2. Затем я это все выделю, обрезать.
и выберу вот эти кусочки. То есть я не буду нагромождать их много, а сразу их буду убирать. Значит, вот эти две линии, вот те, которые здесь, это изображает вот это отверстие. Дальше у нас есть еще пунктирные линии. Это, очевидно, вот это отверстие. Тоже точно так же проведем пунктирную, выделим и обрежем излишки. Так, и смотрите, вот эта пунктирная линия, очевидно, что она изображает что? Вот эту призму, которая находится под цилиндром. Значит, ее мы можем изобразить вот таким вот образом. Ну, нам надо точно. Так, есть. Все, в принципе, все у нас готово. Размеры пока мы не обозначаем. Необходимо начертить вид третий. Для этого, ну, можно построить здесь оси, переносить точки, как обычно мы делали. Но можно воспользоваться другим приемом. Поверну вид сверху, я его перенес на 90 градусов. Еще раз поверну, выбираю точку и указываю угол 90, Enter. Вот он повернулся, этот вид. Теперь целесообразно выбрать слой построения, линии горизонтальные и провести все линии, через которые мы будем строить контур. Далее выбрать вертикальные и провести линии. Ну, тут осевая, где цилиндр, и вот эти важные точки. Здесь, потом обратите, ну, давайте здесь и здесь. И вот это у нас, вот эта часть, это у нас вырез наружный. Ну, то есть я имею в виду вот этот вырез, да? Вторая линия — это вырез в цилиндре вот этот. А в призме вырез будет проходить вот через эти точки. Все. А теперь берем слой основной, думаем и строим. Ну, давайте сначала по частям. Первое. Тут удобно построить сначала цилиндр, потом призму. Или наоборот. Давайте построим цилиндр. Значит, цилиндр у нас будет идти вот так. До последней точки. Сюда. Дальше. Вот если мы себе представим аксонометрию этого тела, то вот этот вырез, мы же изображаем здесь что? Вид вот здесь, с левой стороны. Вот этот вырез, он будет находиться вот здесь. И где он будет начинаться и заканчиваться. Вот у нас, вот она, да, точка, где он будет начинаться и заканчиваться. Раз. И вот это будет здесь, вот она, вторая точка, где будет начинаться и заканчиваться. У нас получится вот такой прямоугольничек. Так, теперь давайте подумаем, что мы будем иметь вот с этим отверстием. Значит, вот это отверстие, это вот оно проходящее. И видите, докуда оно идет? Начинается вот отсюда. Значит, мы будем видеть вот так. Так и так. Вот этого кусочка здесь не будет. Дальше точно так же с этой стороны. Так, так. И вот этого кусочка не будет. Не будет. Построили. Дальше. А теперь вот это же отверстие, оно, то есть мы смотрим сбоку и кусочка цилиндра не видим. А вот это отверстие, оно сквозное.
Поэтому давайте сразу мы изобразим штриховую линию. Вот она будет проходить от этой до этой точки. Все, теперь вернемся к основной. И все, больше с цилиндром делать нечего. Больше нечего. А теперь давайте посмотрим на призму. Значит, ну у нее нижняя часть, она будет идти вот так. Дальше. Потом верхняя часть должна была бы идти вот так. И вот так. Так. И вот таким вот образом. И плюс ребро. А теперь давайте подумаем внимательно. У нас еще нет отверстия. Где это отверстие будет начинаться в призме? Вот оно будет тут начинаться, в этом месте, да? До этого места, вот мы когда будем смотреть с левой стороны, мы будем видеть пустое место, да? То есть вот это место, вот оно. Значит, вот так, так. И с обратной стороны также так, так и так. Теперь давайте подумаем, а что мы тут будем видеть? Будем это видеть? Нет. Здесь мы будем видеть? Нет. Эта часть к цилиндру относится. Также здесь выбираем, сдвигаем. Отсюда выбираем, сдвигаем. Вот так. И здесь еще осталось нам построить линию штриховую. Вот, собственно, и все. Теперь осталось лишнее нам удалить. Ну, кстати, можно было делать что? Строить вот эти линии и взять слой данный, заморозить. Ну, я предпочитаю так не делать, поскольку потом при печати можно допустить ошибки и запутаться, да? То, что мы заморозили, не заморозили. Так, поэтому лучше, ну, это дело, так скажем, вкуса. Так, теперь еще осевой надо построить. Осевой вот так, так. Ну, потом мы его настроим. Вот этот вид нам больше не нужен. Все, 3 вида у нас готовы. Теперь давайте прямо вот здесь их немножечко сдвинем, да, совместим. Ну, то есть я имею в виду, что я их перенесу вот просто чуть-чуть выше. Вот таким вот образом. Раз. Ну, чтобы он не помещался сюда хорошо. Ну, а этот, наверное, нет смысла никуда переносить. Снизу я перенес, все хорошо. Теперь я вот это беру и переношу. Переношу вот так. И у меня включена орто. Я выключу и поставлю его вот таким вот образом. Вот таким образом. Все. Теперь остается мне сделать что? Ну, давайте сначала настроим линии осевые. Так. Чуть-чуть, ну, можно ее подвинуть вниз. И здесь подвинуть тоже. Подвинули. А здесь наоборот. Чуть-чуть, чтобы она вылезала. Здесь нормально, а с этой стороны вот так. Дальше здесь что-то оно у нас сместилось. Вот так поставим. Сверху нормально, а снизу эту линию мы немножечко вытянем. Она должна выступать. Все. Ну, можно сверху чуть-чуть ее укоротить. Так. Ну, не так, а чуть-чуть. Ну, вот так, допустим. Теперь посмотрите. Вот этот штришок, он будет великоват на этом листе. Поэтому я
выбираю осевую линию, нажимаю «Выбрать подобное», и выбрали все линии этого типа на чертеже. Правой клавишей щелкаю «Свойства». Здесь масштаб, ставлю 0.5 и закрываю. Теперь посмотрите, вот теперь эта линия будет нормально. Дальше осталось поставить размеры. Значит, ставим слой тонкий. И смотрите, принцип какой? Мы можем воспользоваться готовым чертежом, что у нас есть, поставить все те же размеры, но минимум один размер хотя бы должен быть на третьем виде. Да? Ну, мы поэтому, допустим, возьмем вот этот размер и поставим его на третьем виде, остальные все как здесь стоят, так и поставим. Значит, первым мы возьмем размер параллельный и начнем отсюда. Обозначаем вот эти точки и 7000. Почему? Смотрим аннотации. Видите, у нас стоит строительный размер 100. А нам надо машиностроительный размер. Так, ищем. 2,5 циферки сначала попробуем. Вот они. И берем опять размер параллельный. Здесь. И 2,5 мало, да? Поставим 3,5. Вот он, 3,5. И опять берем размер параллельный. Ставим здесь. И смотрите. Первая размерная линия должна идти 10 мм от контура. И вот посмотрите, справа у меня показывает положение размерной линии. Показывает 50. У меня там 15, это высота, те точки, откуда я взял, плюс 10. Итого это будет сколько? 25, да, вместе. Вот моя размерная линия точно стала на 10 мм. Беру еще раз, здесь, влево, ставлю 10. Дальше параллельный. Сюда ставлю 10. Дальше параллельный. Так, ставлю 10. Есть. Потом внутренний размер. А вот внутренний размер, надо подумать. Это 20 здесь и плюс еще 10. Итого на расстоянии 30 надо поставить. Дальше. Здесь вот эти внутренние размеры. При этом, смотрите, вот здесь вот это расстояние у нас 25, да? Так, 10 и плюс 25, 35. Так, значит не 35, а что-то другое. Давайте мы его сначала просто померим. Что тут за расстояние? Можем посчитать, да? 25, да? В принципе, я посчитал правильно. 25, значит, пишем 35. Все правильно. И еще второй размер вот здесь. И тоже будет 35. Дальше, вот здесь 50 поставили, 70 поставили. А общий размер мы его поставим здесь. Так, и смотрите, что он нам показывает. 109 показывает. Может быть и так, что округляется. Значит, мы построили правильно. Мы можем сюда вписать поправку, да? Так. Вписать, вот это удалить. Вот так. И поправить. Вот мы, если при необходимости, можно внести поправку. Да, вот один поставить. И осталось нам поставить здесь что? Размер, это диаметр. Выбираем диаметр, щелкаем здесь. И вот, пожалуйста, ставим вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Все необходимое поставили. Оси можем перенести. Вот это задание можем удалить. Вся работа закончена.